Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Друзья, как вы уже, наверное, догадались, мы находимся в Магадане. Именно этому городу посвятил свою песню Владимир Высоцкий. Да, это край с суровой погодой, с непростой историей, но не будем заложниками стереотипов и попытаемся исследовать, что же такое современная Колыма. Я увижу Ногайскую бухту до тракты. Прилетел я сюда не за бухты, барахты. Кто не видел Ногайской бухты, дурак тот. Прилетел я сюда не за бухты, барахты. Город-порт Магадан возник совсем недавно, в конце 20-х годов прошлого века, как поселок для старателей, которые искали здесь золото. С языка коренных жителей венов название можно перевести как «ветреное место». Чего-чего, а холодного ветра и туманов тут в избытке. Даже летом здесь никогда не бывает жарко. Для россиян старшего поколения Магадан ассоциируется с местом ссылки. Ведь в этих местах действовал Севвостлаг, северо-восточный исправительно-трудовой лагерь. Силами заключенных велось строительство будущего города, освоение месторождений, прокладка Колымской трассы. Эти печальные события остались в прошлом, однако память о них до сих пор бережно хранят. Монумент «Маска скорби» работы знаменитого советского скульптора Эрнста Неизвестного установлен в 1996 году. Памятник располагается на сопке Крутой, неподалеку от бывшей транзитки, места, откуда отправлялись этапы заключенных в разные колымские лагеря. Композиция поражает мощными образами. В зоне лба и носа маски – распятие. Из одного глаза текут слезы в виде лиц заключенных. Второй глаз – пустая тюремная камера. Центральную площадь Магадана украшает огромный белокаменный Свято-Троицкий кафедральный собор. Это один из крупнейших православных храмов на всем Дальнем Востоке. Его высота вместе с крестом составляет более 70 метров. Построен он сравнительно недавно, в 2001 году, хотя кажется, что он был здесь всегда. Пойдемте посмотрим. Раз уж речь зашла про архитектуру, то вот вам немного Санкт-Петербурга. Да, на Колыме. Да, на Дальнем Востоке. Дело в том, что центральный проспект Магадана разрабатывал в том числе и ленинградский архитектор из числа заключенных. Здания с лепниной, горельефами и башенками придают Магадану питерский колорит. А еще, как бы случайно, эти города находятся на одной географической широте. Самым оригинальным зданием в Магадане по праву считается дом с башенкой и шпилем. Вот он. Именно его чаще всего изображают на открытках, фотографиях и компакт-дисках с музыкой о Магадане. Он был построен японскими военнопленными в 1947 году, и на тот момент это было самое большое здание в городе. Проспект Ленина в Магадане считается самой длинной улицей в мире. Он берет свое начало здесь и плавно перетекает в Колымскую трассу. И 2000 километров петляет по тайге и тундре, пока не дойдет до самого Якутска. Ну что, проверим маршрут? Как говорил Лао Цзы, путь 2000 километров начинается с первого шага.
Магадане есть что посмотреть и помимо самого города. Мы взяли машину на прокат и поехали смотреть окрестности. Вам скоро обо всем расскажем. Путь до первой нашей остановки занимает всего 15 минут. Но отсюда открывается панорамный вид на бухту Нагаева и город Магадан. Можно полюбоваться на порт, городские огни. А заодно наесться брусники. Кисленько. Так и хочется закричать, стоя здесь, на краю земли, прям как в фильме «Территория», снятому, кстати, по одноименному роману Олега Куваева, который писал про золотодобытчиков здесь. И мы можем видеть, вот мыс спящий красавец, он же мыс спящего дракона, видимо, кто что видит. Но мы поедем дальше, точнее, ближе к морю. Пойдемте, но только не туда, там обрыв. Еще одно любопытное место в окрестностях города – Нюклинская коса. Это протяженный галечный пляж, который в редкие теплые дни собирает множество отдыхающих горожан. Купаться осмеливаются единицы. Холодно, но позагорать можно. А любителям истории будет интересно увидеть необычный памятник, установленный на берегу. С этого места началось освоение Колымского края. Именно сюда, на этот берег, в 1928 году высадилась первая Колымская экспедиция. Место, надо сказать, выбрали симпатичное. Его также облюбовали издавна и местные коренные народы, которые здесь до сих пор проводят свои национальные праздники. Кстати, кажется, там кто-то танцует на берегу. На территории Магаданской области проживает несколько коренных малочисленных народов. Прежде всего, это ивены, коряки и чукчи. Знакомство с этнографией, уникальной культурой и бытом этих этносов – дополнительный повод приехать на Колыму. Гуляя по Магадану, сложно не заметить обилие ювелирных магазинов. Они здесь буквально на каждом шагу. И это неудивительно. Магаданское золото известно всей стране. Ну что, зайдем посмотрим? Знакомиться с колымским золотом мы будем в фирменном магазине одного из крупнейших золотопромышленников Колымы. Это уникальный случай, когда весь цикл от добычи драгоценного металла до изготовления и продажи ювелирных изделий реализован в рамках одной группы компаний. От изобилия на витринах разбегаются глаза, но главная фишка колымских ювелиров – работа с самородным золотом. Каждый из этих самородков уникальный. Представляете, он пролежал в земле миллионы лет, потом был добыт, просто вот так вот вычищен и необработанно представлен здесь. А знаете, чем богата Колыма помимо серебра и золота? Правильно, морепродуктами. Рыба белая и красная, соленая, вяленая, копченая, икра разных сортов, крабы, креветки, моллюски. Поход на местный рынок – это как экскурсия с дегустацией. Уйти без покупок точно не получится. Ну а что вы посоветуете приезжему москвичу попробовать? Магаданскую селедку и палку. Вот видите, магаданская селедка и палка. Можно мне, пожалуйста, завернуть? Спасибо. До свидания. Жду не дождусь, когда я это попробую. Находясь на центральной набережной Магадана, понимаешь, что главное украшение города – это, конечно же, море. А его здесь много. Город находится между двух бухт – Нагаева и Гертнера. Здесь недавно был построен парк «Маяк», который стал новым местом притяжения всех горожан. Остается только понять одно – почему никто не купается? Фактически сейчас это самое большое общественное пространство в регионе. 5 зон. От площадок для детей и спортсменов до амфитеатра на 350 человек. Ночью парк красиво подсвечивается, превращая бухту в арену светового шоу. А наблюдать за всем этим лучше всего со смотровой площадки у старого маяка.
взяв горячий кофе в местном кафе. Как говорят местные жители, Магадан хорошеет с каждым годом. Появляется все больше новых, стильных, модных мест, не только парков и набережных, но и ресторанов, которые ни в чем не уступают столичным. В одном из таких мы сейчас и находимся. Сейчас мы попробуем главное богатство магаданской кухни – это морепродукты. Нам принесли пиццы с палтусом, лососем, трубачом. Это такая морская улитка, вот суп с крабом, другие морепродукты. Сейчас мы все продегустируем и поделимся с вами впечатлениями. И я хочу попробовать, какой же на вкус мясо улитки. Я никогда не пробовал. Ну, пусть это морская улитка, но все-таки улитка. Мясо очень плотное, сытное, а главное вкусное. Перейду к пицце с палтусом. Это та самая рыба, которую мы пытались поймать, но у нас этого не получилось. Попробуем хотя бы в ресторане. Да, недаром все за ней охотятся. Это очень вкусно. Ну что, время пролетело незаметно, и мы снова очутились в начальной точке нашего путешествия. Любоваться закатами в Магадане принято именно здесь, в бухте Нагаева. Даже в непогоду, когда заката не видать. Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Магадан очаровывает своей атмосферой. Очень уютный и ухоженный. Он приветливо встречает всех гостей. И даже в непогоду здесь хочется гулять, наслаждаться морским бризом и слушать непрерывный крик чаек.